1,5 года назад я купил себе 3D принтер Creality Ender 3. Когда я получил его в свои руки, то первым же делом пошел печатать не бесполезную кучу кубиков или корабликов, а вполне себе полезные фигурки Пуджа и Думслеера. Очень полезные, да, но мне надо было протестировать настройки и общую работоспособность принтера, перед тем как начать печатать что-то реально стоящее. И в качестве своей первой полноценной работы, сделанной на 3D принтере, я решил избрать вот этот меч. Оскверненное желание. Честно, его дизайн мне вообще не нравится. Но выбора 1,5 года назад у меня не было. В бесплатном доступе хорошую модель еще попробую найти. Потренировавшись на тестовых модельках, я принялся печатать меч. И у меня начались проблемы. Принтер печатал и резко переставал печатать. В один момент пластик просто не поступал из сопла в нужном количестве. Я убил много времени на поиск причин некорректной работы принтера. Разбирал его, собирал, пересобирал, чистил, и черт знает, имело ли оно вообще смысл, ибо я все делал по инструкции от самых прошаренных в этом деле людей, но результат оставался плюс-минус тот же. В итоге я худо-бедно распечатал все детали, а на мелкие косяки закрыл глаза. Ведь шпаклевка все скроет. И вот, гора деталей на руках, а что с ними делать? Как с ними нужно обращаться? Посмотрев инфо в инете, я купил растворитель под названием техлорметан. С его помощью можно обработать детали и склеить их воедино. Наносить следует кисточкой. По описанию вроде нормальная штука, но я особо не оценил. Склеивает он плюс-минус нормально, а вот сгладить слои пластика с его помощью у меня не получилось. Ладно, спешу это на недостаток опыта. Да и пробовал я чисто кистью, без всяких паровых ванн. По итогу я склеивал детали в комбинации с суперклеем. Дихлорметан наносил на те места, где пластик прилегает к пластику, а там, где нужно вставить деревянную шпажку, использовал суперклей. Некоторые стыки еще и содой с суперклеем приходилось пропитывать, иначе лезвие вовсе не держалось бы. Перепады в слоях были уж очень сильными, потому решил сгладить их наждачной бумагой. И уже на более-менее обработанной поверхности я наношу шпаклевку по дереву, чтобы довести ее тем самым до идеала. Касаемо шпаклевки. В интернете рекомендуют использовать для пыла пластика акриловую шпаклевку или шпаклевку по дереву. Еще до начала крафта меча я попробовал прошпаклевать одну тестовую модель своей шпаклей по дереву. И она идеально подошла. Мне как раз в составе написано что-то там про акрил, потому я в ней и не сомневался. Наждачка крупная, наждачка мелкая, надфили. Это мои основные инструменты в крафте. Но иногда приходилось брать в руки гравер. Прошло немало циклов шпаклевания и шкурения, как минимум по 3 на каждую деталь. Но с каждым разом они становились все идеальнее. На рукояти есть углубление в виде линий. Вопрос. Как расшпаклевать рукоять и при этом не замазать такие важные детали? А довольно просто. Пока шпаклевка не высохла, я прохожусь по этим линиям углом картона, тем самым убирая немного шпаклевки из углублений. Далее, как все высохнет, довожу надфилями до идеала и получаю четенькую рукоять. Тем же методом можно воспользоваться и для обработки двух рогов, я не знаю, как их еще можно назвать, пусть это будут рога. А пока я натираю шпаклевку до блеска, хочу поделиться впечатлениями от процесса создания своего первого крафта на 3D принтере. Итак, меня очень прикалывает тот факт, что 3D принтер просто напечатал детали, которые мне нужно всего лишь склеить друг с другом и обработать шпаклевкой все поверхности. В сравнении с моим классическим крафтом я буквально скипаю процесс вырезания всех деталей и вытачивания форм. А последнее занимает очень много времени и сил. А тут 3D принтер все за меня сделал. Прикольно. Но я как человек, который снимает вот эти видео на YouTube и пытается сделать их эстетически красивыми, я заметил, что в этом крафте на 3D принтере, нечего просто снимать. Весь процесс это шпаклевание, шпаклевание и шпаклевание. Однообразие и одно и то же. Это самое однообразие делает такое видео на уровень ниже, чем мои обычные крафты. Мне так кажется.
В классических крафтах у меня полно разных процессов: вырезания, затачивания, склеивания, придания форм, куча там деталей, над каждой из которых приходится работать, шпаклевать каждую по отдельности. Все это очень заморочено, но в этом-то и вся суть моих видео. Процесс создания, от начала и до конца, своими руками. Ну, а если отбросить все эти мысли по поводу создания эстетичных видео, то я скажу, что 3D принтер это имба, которая не контрится. Я точно буду делать поделки на нем, я точно буду делать видео с крафтом на принтере, и я наверняка буду использовать его для изготовления каких-нибудь заковыристых деталей для своих обычных макетов. Я даже думаю на тему создания макетов на заказ, используя этот принтер. Правда, такого опыта у меня еще ни разу не было, но я хотел бы попробовать. Никогда не говорил, что хочу делать поделки на заказ, но у меня никто и не спрашивали. Наконец детали были обработаны. Логично, что следующим этапом идет их склеивание друг с другом. Приклеить на торчащие шпажки будет явно недостаточно, потому я использую магическое средство из соды и суперклея. Заполняю им щели, убираю лишний клей своими пальцами, тем самым уродуя их. Да, таков уж суровый путь крафтера. Так я склеил все детали, и держатся они по итогу крепко. Покрасочка. Чтобы красить из баллона в доме, я сделал из коробок вот такую штуку. Она меня, конечно, выручила, но сделала это не полностью. Ведь при распылении баллона краска с воздухом все равно поднимается вверх и спустя минуты оседает на полу и других поверхностях. Отсюда образуется слой грязи и пыли, из-за чего приходится тут же делать генеральную влажную уборку всей комнаты. Как обычно, я загрунтовал всю модель белой грунтовкой и прошелся мелкой наждачкой. Следом в ход пошла черная краска. Далее нужно было придать мечу металлический отблеск. И тут я решил использовать свою древнюю серебряную краску, срок годности которой вышел уже как 5,5 года назад. Да, и ведь таких красок лежит у меня немало.
Наносил я ее с добавлением воды, чтобы получился тонкий слой. Вышедший из этого результат меня очень даже устраивает. Выглядит красиво. Теперь можно наносить и другие цвета. В некоторых местах нужно градиенты сделать, а у меня как раз есть многолетний опыт разукрашивания ножей из CSGO. Градиентов я за свою жизнь разрисовал немало. За кадром добавил белые звезды и рисунки на лезвии. Теперь это дело остается лишь залакировать пару слоев. Ну что, такой вот меч получился. Мой первый крафт на 3D принтере, между прочим. И как для первого выглядит он достойно. Каких-то проблем за весь процесс создания я не ощутил. Ну, кроме печати на 3D принтере. Но это было настолько давно, что я об этом уже и забыл. Просто я распечатал этот меч еще в августе 2022 года. То бишь, 1,5 года назад. Да. Но был я занят 1,5 года. То жатву крафтил, то еще что-то делал. И жил я тогда в другой квартире и крафтил поделки на табуретке. Короче, не считается. Поговорим о паре приколов этого меча. Первое — это несоответствие с игровой моделью. Тут и там небольшие отличия, но в целом и ладно. За бесплатную модель такого уровня грех жаловаться. Меня больше другое смущает. Этот меч слишком большой. Он в длину как весь мой стол. Палка на 130 см для меня явно перебор. А вот предыдущий на 115 был в самый раз. Когда отправлюсь печатать следующие макеты, буду иметь это в виду. Правда, шаманить с масштабом каждой отдельной детали звучит уже не очень круто. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр, лайк, подписку, комментарий. Телеграм-канал у меня еще есть, да. Желаю вам счастья, здоровья, тыры-пыры. А с вами был Eternal. Прощай.